Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 19 июня. Поговорим о том, что наши предки запрещали делать в этот день, чтобы не привлечь беды и неприятности, и что обязательно сделать нужно в этот день, друзья. Далее все более подробно в этом видео. Итак, 19 июня по народному календарю день Лариона Пропольника. В этот день православные отмечают память преподобного Илариана Далматского, или по-другому называли Иларион Новый. Жил он в IX веке, игумен открыто выступал против иконоборца Льва Армянина. За это будущий святой претерпел много истязаний. В старину было принято выходить в этот день в поле и избавляться от сорняков. Выполнять такие работы стоит только, если луна идет на убыль. Если не придерживаться этого правила, то работа будет напрасной, и сорняки быстро прорастут снова. Особенно касалось это мака. Хозяину в этот день нужно было бурить скважины и рыть колодец. Результаты были хорошими. Наши предки обращали внимание и на народные приметы, которые могли о многом рассказать. Так зерно будет крупное, если тепло и ясно в этот день. Вечером будет идти дождь, если слышен гром утром ранним. Спокойный дождь будет, если гром глухой. Летом будет много осадков, если будет дуть весь день восточный ветер. Наблюдаться будет хорошая погода, если резко стало холодно. Сегодня можно было рассчитывать на хорошую погоду, если вечером жуки летают. Хорошему урожаю пшеницы и рожь будет цвести снизу, а к среднему урожаю с середины. Хорошая будет погода, если кузнечики стрекочут, а дождь будет, если перепел кричит. Если пчелы массово отправляются к своим ульям, то ждать дождя именно в этот день. К улучшению погодных условий полевые вьюнки раскрывали цветки при непогоде. Также запрещено в этот день выкидывать любую еду со стола. Правильным поступком будет отдать эту еду тем, кто в ней действительно нуждается. Можно угостить ребенка, если это, например, какие-то сладости, поделиться с бабушками, дедушками или малоимущими. Ну а если остались остатки еды, то нужно оставить бездомным собакам или кошкам, а крошки можно покормить птичкам. Старайтесь так поступать не только в этот день, а выработайте такую хорошую привычку постоянно. Нужно делиться и помогать людям, даже если вы их впервые в жизни видите или общаетесь. Все добрые дела будут всегда возвращаться вам бумерангом. Может, не сразу, но настанет тот день, когда вы будете благодарны за то, что вы имеете. Приучайте свое окружение к таким же поступкам, не бойтесь быть осужденной. Тот, у кого чистое доброе сердце, точно вас поддержит в этом плане. А люди, которые не поймут или осудят, значит, вам не по пути. Сегодня свой выходной день посвятите земле и уходам за ней. Нужно убрать все сорняки на огороде и в саду. Если есть неприятные насекомые, которые вредят вашим растениям, их нужно срочно убрать. Либо народными проверенными средствами, либо купите что-то действующее на рынке. Сделайте сейчас хорошо земле, и в будущем она вас тоже отблагодарит, а именно хорошим урожаем. Но не только погодные сейчас условия влияют на овощи и фрукты, но и ваша забота о них. Если несколько недель жуткая жара, постарайтесь как-то поливать деревья, кусты, цветы и другие растения. Когда выполняете какую-то работу, делайте все с позитивным настроением и добрыми мыслями. Если сегодня у вас по каким-то причинам плохое настроение, то не вздумайте приближаться к растениям, они все чувствуют. Нельзя сегодня переезжать в новое место или отправляться в путешествие далеко от дома. Везде догонит неудача. Найдите более подходящий день для этого, но точно не этот день. Сегодня должны быть только домашние дела, и ничего более глобального не должно быть по плану.
Максимально, что вы можете сделать, это подготовиться к переезду или к путешествию, собрав заранее все нужные вещи. Берегите в этот день и зрение, не забывайте делать гимнастику для глаз. Если чувствуете, что есть серьезные проблемы со зрением, запишитесь и посетите врача. Самостоятельные решения вряд ли вам навредят, поэтому принимать их вам весьма рекомендуется. Однако, прежде чем воплощать их в жизнь, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Сегодня вам лучше не решать вопросы, которые касаются вашего здоровья в одиночку. Сейчас лучшее решение, которое вы приняли коллегиально, скорее всего, оно будет объективнее и даже вернее. Так что не бойтесь просить совета. Сегодня вам рекомендованы умеренные нагрузки. Для подвигов на ниве физического труда день однозначно не лучший, так что трудиться придется интеллектуально. Сегодня будьте осторожны с малознакомыми людьми. Не стоит доверять их заманчивым обещаниям. Используйте свое умение уравновешенного и умного дипломата, и вам придется мирить ссорящихся, помогать окружающим понять друг друга. И не только помирить, но и убедить в бессмысленности разногласий, заставить оставить в стороне мимолетные переживания и убедить каждого, что спокойная и мирная жизнь без злобы и обид гораздо радостнее и приятнее. Попробуйте увидеть ситуацию в целом и понять, как же вам лучше поступить. Сегодня могут помириться люди, которые были в ссоре. Старые обиды будут очень быстро забыты, и никаких обид точно не возникнет. Как бы ни сложился день, чтобы вы не приносили, вы обязаны сегодня сохранять спокойствие. Свои эмоции старайтесь держать под контролем и не провоцировать конфликтов. Вечер стоит провести с теми людьми, кто вам особенно близок и дорог. У вас найдется немало тем для интересных бесед. Стоит прислушаться к полезным советам старых знакомых или близких родственников. Вы сможете найти множество компромиссов и уделить необходимое время членам вашего ближайшего окружения. Постарайтесь организовать вечерний ужин, на котором все будут в хорошем настроении. Вы наполнитесь хорошим настроением и смехом, и хватит этого на всю следующую рабочую неделю. Ну а именинниками 19 июня являются Виссарион, Георгий, Иларион, Рафаил, Сусанна и Фёкла. Девушкам этот день наши предки считали, что нельзя нюхать растущие цветы. Считается, что после этого вся красота юной представительницы прекрасного пола уйдет в землю. Кроме того, кожа начнет портиться и возможны высыпания и покраснения. Также в этот день нельзя смотреть и на чужой огород. Наши предки были уверены, что именно это может принести в дом беды и несчастья. Также в этот день не спешите заключать сделки с недвижимостью. Если сама операция пройдет успешно, то впоследствии с приобретенным может случиться нечто неприятное, например, пожар, потоп и прочее. Также обращаем внимание, что одновременно двум людям в этот день, особенно мужу и жене, на огороде лучше не работать, иначе будет ссора. И обращаем ваше внимание, что ссоры с близкими людьми в этот день очень опасны, потому что есть риск не помириться никогда. Если у вас появилась мысль в этот день, 19 июня, сменить работу, то знайте, что в ближайшее время коллектив плохо примет вас. Может даже появиться враг, который изменит вашу жизнь в плохую сторону. А вот если в этот день пройтись ногами по сорнякам, вы можете серьезно поссориться с близкими людьми. В случае, когда приходится идти по такой дороге, нужно сорвать клочок травы и кинуть себя за спину. Так есть шанс избежать каких-либо проблем. Также в этот день говорить вслух нельзя о своих проблемах, если в этот день дует особенно сильный ветер. Его порывы могут разнести проблемы по земле и собрать их, то есть решить будет намного сложнее. В это верили наши предки.
Также они не советовали в этот день мужу и жене спать в отдельных комнатах, если они при этом находятся в одном доме. Если ослушаться данного совета, в семье может начаться разлад, считали так наши предки. Вот, друзья, такие народные приметы на 19 июня. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 19 июня. Итак, друзья, по лунному календарю на 19 июня нас ожидают с вами 20 и 21 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Рыбы. Вы знаете, сегодня очень серьезный и интересный день. Сегодня можно совершить невозможное. Время духовного преображения и преодоления сомнений. Приготовьтесь к тому, что этот день очень насыщен энергией, но она несет в себе созидательное, а не разрушительное начало. Если вы сумеете правильно ею воспользоваться, обернуть увеличившиеся силы себе же на пользу, в вашей жизни вскоре могут произойти события, которые станут очень значимыми для вас. Не бойтесь сегодня быть активными и проявлять инициативу. Это обернется только хорошими результатами и успехом в любом деле. В целом энергетика этого дня способна раскрыть человеку глаза на многие вещи, которые он раньше не видел и не понимал. Мир может открыться для него совершенно с иной стороны. В результате могут измениться планы на будущее и на образ мыслей. К этому всему можно прийти только через понимание своих прошлых поступков и ошибок, через их исправление. Только так человек может почувствовать в себе силы идти дальше, внутреннюю чистоту и возможность что-то решить и предпринять. Что же касательно стрижки, то стрижка волос этот день совсем не подходит. Волосы потеряют вид и будут тусклыми и безжизненными, а прическа окажется скучной и неинтересной. Не тратьте свое время ни на укладки, ни на прически. Они вам все равно не понравятся. Даже выбрав одну из них, через несколько минут вы поймете, что она вам совершенно не к лицу. Это может таким образом легко испортить вам настроение. Очень плохое влияние на здоровье волос окажет все, что будет изменять их структуру. Ламинирование, химическая завивка и кератиновое выпрямление перенесите на более удачный для них процедур день. Более того, все манипуляции с волосами скажутся негативно и на здоровье, и на карме, и на отношениях с близкими людьми. Оставьте свои волосы в покое, и вы увидите, что это день очень хороший. Что же касательно окраски волос, то волосы лучше не окрашивайте, чтобы не навредить своим делам и не испортить настроение. Волосы расчешите в направлении каждой части света. Именно эта практика привлечет максимум природной энергии и приблизит вас к самоанализу и рефлексии. Также сегодняшний день очень будет благоприятен как для бизнеса, так и для общения, а также домашних дел. Что же касательно зависти и недоброжелательности, то именно эти черты могут навредить вам сегодня. Очень важно, чтобы вы усмирили и свою гордыню. Также сегодня не стоит пользоваться духами, а также выбирать духи. День не рекомендуется для работы с запахами. Друзья, вот такой у нас с вами день 19 июня по народному календарю и по лунному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании к этому видео. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много для вас полезной информации.